Всем привет! С вами Фиалкин уголок. Сегодня у нас будут ответы на вопросы. Это именно вопросы, на которые так двумя словами в комментариях не ответишь. Вопросы некоторые повторялись, поэтому я их объединила и снимаю поэтому отдельное видео, развернутое. Вопросы я эти выписала, и давайте будем их разбирать. Первый вопрос. Можно ли сажать по 2 листика в один стаканчик? Часто спрашивают, задают вот такой вопрос. Сажать по 2 листика при укоренении, конечно, можно, но давно, в начале своего увлечения фиалками, я как-то сажала по 2 листика, в тепличке не было места, и я решила вот посадить сразу 2 черенка в один стаканчик. И скажу вам, что это ужасно неудобно для меня. С тех пор я укореняю только по одному листику. Вот таким образом, один листик в одном стаканчике, так сказать, сам себе хозяин, растет, и его все устраивает. По 2 листа посаженных деткам будет тесно, если укоренять вот в 100-граммовом стаканчике, в таком. А укоренять именно лучше в таком объеме, чтобы процесс шел быстрее. И когда появляются деток, если много, то они будут мелкими, они будут мешать друг другу, они будут вытянутыми, деформированными. Им некуда будет развернуться, как бы распрямить свои листики, корешки. Поэтому со стандартными сортами это не очень удобно. Мини-фиалки, да, в один стаканчик несколько листиков можно и удобно сажать, а вот со стандартами мне не нравится. По одному листику сажать более удобно лично для меня. Следующий вопрос был, как часто подкармливаете фиалки? На фитиле фиалки постоянно всегда стоят на растворе с удобрением, но концентрация существенно меньше разводится, чем в инструкции. Меньше примерно в 10 раз, так как фиалка всегда стоит на растворе с удобрением. И чтобы не было перекорма, чтобы не навредить фиалочкам, концентрацию, конечно же, нужно уменьшать. На верхнем поливе я 2 раза в месяц примерно их удобряю. Дозировку уже слишком не снижаю, буквально в 1,5-2 раза я ее уменьшаю для верхнего полива, так как фиалки на ручном поливе верхнем и удобряются уже не так часто, поэтому сильно дозировку уже я не уменьшаю. Следующий вопрос был, когда можно пересаживать и переукоренять фиалки. Если вы имели в виду время года, то делать это можно в любое время года, но при одном но. При условии, если есть дополнительное искусственное освещение у вас. Можно тогда и зимой переукоренять фиалочки на стеллаже. Если на подоконнике у вас растут фиалки, то процесс будет медленнее идти, процесс укоренения. Так как световой день сокращается, температурный режим меняется, температура снижается, понижена уже, и плюс недостаточное освещение, плюс прохладный подоконник может быть, и процесс этот может затормозиться. Поэтому, если на стеллаже растут фиалочки, в любое время года мы их переукореняем, пересаживаем. Если на подоконнике, то здесь нужно учитывать тот фактор, что зимой весь этот процесс затормаживается. Следующий вопрос. Почему фиалки цветут одним-двумя цветоносами, никогда нет пышного цветения? Ну, здесь много факторов влияет, я уже не раз об этом говорила. Самое главное правило, самый главный фактор — это недостаточное освещение. Без него фиалка не будет обильно, полноценно цвести. У меня на подоконнике такой вот рассеянный солнечный свет, освещение
достаточно пока фиалочкам, и они вот так вот цветут. Пока вот его хватает, этого освещения. Но если освещение недостаточное, то, естественно, фиалки не будут нормально и цвести. Следующий фактор — это размер горшка. Горшок должен быть в несколько раз меньше самой розетки, чтобы фиалочка быстрее оплела корешками земляной ком и быстрее зацвела. Также от недостатка удобрения фиалочка может не цвести. Без удобрения никуда. Для цветения это фосфорно-калийные удобрения для закладки цветоносов. Ну и, пожалуй, еще один момент немаловажный — это плохо нарощенная зеленая масса, недостаточная листовая масса. То есть, если мало листвы нарощено, то фиалочка не будет шапочно цвести, потому что именно из пазух листвы, как мы знаем, появляются цветоносы. И если розетка недостаточно нарощена, то и цветение шапочное, пышное вы не увидите. Вот это, пожалуй, основные такие факторы, которые влияют на обильное шапочное цветение. Ну и последний вопрос был: у фиалок желтеют листья, что с ними не так? Я имею в виду вопросы, которые именно требуют развернутого ответа. Почему у фиалок желтеют листья? Смотрите, если нижние листики желтеют, нижний ярус, то это в принципе нормальное явление. Листики эти самые первые, они отмирают, в них уже нет питательных веществ, они старые, и их можно и нужно просто убрать. Также листья могут желтеть, если фиалки давно не пересаживались. То есть грунт истощается, в нем нет питания, и фиалочка желтеет. Нужно обязательно пересадить такие фиалки в новый, свежий, рыхлый грунт. Также слишком яркое освещение, особенно прямой солнечный свет, прямые солнечные лучи могут стать причиной пожелтения листьев. Поэтому, особенно в весенне-летний период, когда у нас сильное такое палящее солнце, мы фиалочки должны прикрывать, чтобы на листиках не было ожогов, иначе могут появиться некрасивые пятна, темные сухие пятна появляются, когда на фиалочках образуется ожог от солнца. Ну и еще одна распространенная причина пожелтения листвы — это неправильное внесение удобрений. Причем как переизбыток, так и недостаток удобрения. От переизбытка может начаться перекорм, поэтому, чтобы этого не произошло, дозировку удобрения нужно обязательно уменьшать. От недостатка питательных веществ также может начаться пожелтение. Фиалочка останавливается в развитии, листики мельчают и желтеют в итоге. Вот это основные моменты, основные вопросы, которые часто задаются. И я вот решила на них более подробнее, развернуто ответить. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас еще остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди много интересного. Пусть фиалочки вас радуют красивым, пышным цветением. Ну и до новых видео.